Добро пожаловать, друзья, на канал Фактограф. Сегодня мы познакомимся с самыми хитрыми и умными представителями животного мира. От обаятельных дельфинов до хитроумных лисиц и хитрых ворон. Каждый вид обладает своими удивительными способностями и стратегиями выживания. Мы расскажем вам о том, какие трюки используют эти животные, чтобы выжить в дикой природе, и какие удивительные способности помогают им приспосабливаться к переменчивым условиям окружающей среды. Вы узнаете, кто может притворяться мертвым, кто копирует чужие голоса и кто способен использовать подручные предметы, чтобы добыть себе еду. Готовьтесь к захватывающему путешествию в мир интриги, ума и выдающихся способностей. Давайте вместе раскроем уловки самых хитрых животных на планете. Грифовая черепаха. Медлительная, неповоротливая и безобидная? Не совсем. Грифовая черепаха еще и хитрая. Животное обитает в пресных водоемах на юго-востоке США. Черепаха достигает 60 килограммов в весе. Одна из ее особенностей – острая челюсть, поэтому дразнить ее не рекомендуется. Может очень сильно укусить. Но главной изюминкой грифовых черепах является их своеобразный способ охоты. Хищники приманивают добычу, имитируя ее любимую еду – червяка. Расположившись на дне, они зарываются в ил, замирают и широко открывают рот. Их ярко-розовый кончик языка напоминает червяка. На него-то и клюнет неосторожная рыбка. Пытаясь полакомиться псевдочервяком, глупая рыбешка сама становится обедом черепахи. Такая пассивная охота может длиться часами, потому что сделать все идеально не так просто, как может показаться на первый взгляд. Ведь любое движение выдаст незадачливого охотника. Светляки. Светляки – это жуки, которые способны излучать собственный свет путем биолюминесценции. Свет излучается задней, прозрачной частью брюшка самца и самки и используется для привлечения партнера. Ну какие могут быть хитрости у этих безобидных букашек? Сейчас узнаете. Существует род светлячков фотинус с различиями между самками и самцами. Женские особи имеют короткие крылья и, в отличие от своих самцов, они летать не умеют. Когда наступает брачный сезон, самцы начинают светиться и мигать, чтобы привлечь самок. Те в ответ вспыхивают тоже. Светлячки легко находят друг друга, ведь у каждой разновидности свое уникальное свечение. На крыльях любви самец Фотиус летит к своей подруге и попадает в ловушку, потому что в игру вступили самки светлячков Фотурис, которые подражают свечению Фотинус и привлекают к себе чужих мужских особей. Когда эти похотливые самцы приближаются к самкам Фотурис, хищные дамы хватают невнимательных поклонников и пожирают их. Настоящие роковые женщины. Виргинский опоссум. Это сумчатое млекопитающее обитает на территории Северной Америки, к северу от Коста-Рики. Там они живут повсюду, но их мало кто замечает. Ведь днем они прячутся в кучах мусора, на деревьях, на чердаках, а ночью выходят на поиски пищи. К тому же опоссумы – виртуозные мастера притворства. Сильно напуганное животное входит в каталептическое состояние, которое может продлиться от нескольких минут до 6 часов. Опоссум падает на землю, и его тельце обмякает. Лапки скрючиваются, зверек пускает слюни, а затем перестает двигаться, оставаясь лежать с приоткрытой пастью и вывалившимся языком. Такое состояние напоминает обморок у человека, но самое интересное, что животное делает это неосознанно. Такая реакция на сильный стресс. При этом его анальные железы выделяют зловонный секрет, похожий на трупный запах, поэтому хищники зачастую принимают его за дохлого и не трогают. Отсюда и появилось в английском языке выражение «play possum», что означает «притвориться мертвым». Щупальценосная змея или герпетон. Щупальценосная змея – необычный представитель подсемейства пресноводных змей. Мало того, что она является обладательницей замечательных чешуйчатых щупальцев на мордочке, так еще и охотится весьма необычным способом, в ходе которого рыба сама лезет ей в пасть. Но обо всем по порядку. Само словосочетание «змея с щупальцами» может показаться столь же абсурдным, как и заяц с плавниками. Тем не менее, эта обитательница водоемов индокитайских джунглей имеет на голове пару щупальцевидных выростов, покрытых чешуей. С их помощью змея улавливает движение рыбы в воде. Хищница подкрадывается к рыбе и начинает слегка колыхаться.
Почуяв неладное, рыба рефлекторно сгибается буквой «С» в противоположную от опасности сторону, чтобы совершить рывок, который в науке называют «С-стартом». Хитрый герпетон знает это, поэтому быстро поворачивает голову в сторону, куда двинется рыба. На атаку уходит несколько миллисекунд, и добыча сама попадает в зубы хищницы. Ворона. Знаете ли вы, что ворона считается самой хитрой птицей? Она способна выкрутиться из любой ситуации. Например, японские вороны научились использовать автомобили для своей цели. Пока на светофоре горит красный свет, они раскладывают на дороге орехи. Загорается зеленый, машины едут, раскалывая скорлупу орехов для пернатых хитрецов. Загорается красный, поток останавливается, и вороны собирают готовый обед. Часто эти птицы обворовывают других животных. Однажды 2 вороны обманули собаку. Пока одна отвлекает хвостатого, другая ела из его тарелки. Затем наоборот. Помимо этого, вороны используют орудия труда. Например, найденный гвоздь поможет достать жирную личинку из-под коры дерева. Нет подходящего инструмента? Ворона сможет согнуть проволоку в форме крючка, а затем спрятать ее, чтобы воспользоваться ею снова. Скопировать звуки других животных, чтобы отвлечь, запомнить лицо опасного человека или объединиться в стаю для достижения цели? Вороны с этим справятся на раз-два. Горбатый кит. Горбатые киты – находчивые морские млекопитающие, которые владеют наиболее разнообразным репертуаром техник кормления среди усатых китов. Например, горбачи застывают у поверхности раскрытыми пастями и терпеливо дожидаются, пока жертвы сами заплывут внутрь. Рыбы считают это неподвижным и безопасным укрытием, но после ловушка захлопывается. Также горбатый кит может с раскрытой пастью заплыть в стаю рыбы или планктона, заглатывая пищу вместе с водой. Затем пасть закрывается, вода процеживается и пища проглатывается. Еще с помощью грудного плавника киты создают ток воды, собирающий рыбу поближе к ним, а потом используют его в качестве барьера, чтобы не дать рыбе уплыть. Если же горбачи развернут плавник внутренней стороной белого цвета и с его помощью ослепят рыбу, она сама уплывет подальше от плавников и поближе к пасти. А как насчет групповой охоты? Киты бьют плавниками и создают стену из пены вокруг стаи рыбы, чтобы не дать ей вырваться, и по очереди заглатывают добычу. В общем, изобретательности горбачей остается только завидовать. Длиннохвостая кошка Маргай. Кошка с самым длинным хвостом по отношению к телу среди других кошачьих обитает в джунглях Центральной и Южной Америки. Она чрезвычайно милая и очень изобретательна. Охотится Маргай по ночам и в сумерках, в дневное время ее практически невозможно увидеть. Ее добычей в основном становятся птицы и рептилии, но порой Маргай не прочь перекусить вкусной обезьянкой. Но зачем это делать как попало, если можно придумать оригинальный способ? Для охоты на обезьян длиннохвостая кошка имитирует голос попавшего в беду малыша обезьяны. Родители верят в это и бегут на помощь, попадая таким образом в лапы кошки. Такую тактику заметили однажды биологи, наблюдая, как длиннохвостая кошка охотится на группу из 8 тамаринов. В тот раз кошке не удалось поймать обезьяну, однако сам факт новой тактики ее охоты был подтвержден. Крыса. Крысы – это не просто назойливые грызуны, от которых сложно избавиться. Животные весьма сообразительны и считаются одними из самых умных в мире. Репутация у этих зверьков, мягко скажем, неоднозначная. Их ненавидят как вредителей, переносчиков болезней или просто боятся. Но крысы способны на уникальные вещи. Они могут проникнуть в самое недоступное место, адаптироваться к различным ядам и даже распознавать те, которыми ее уже не раз пытались отравить. Легко. Крысы подозрительные ко всему новому. Прежде чем приступить к трапезе, они придирчиво обнюхивают продукт. Потом пробуют маленький кусочек и ждут. Ухудшилось самочувствие, значит, отравленную еду не трогать. Серые зверьки способны выжить в любых условиях, даже повышенный радиационный фон им нипочем. О бегущих с корабля крысах вы наверняка слышали. Да, эти грызуны очень предусмотрительны и заблаговременно покидают любое опасное место. К тому же крысы легко находят выход из лабиринта и выстраивают причинно-следственные связи. Дельфин. Эти морские млекопитающие отличаются очень высоким интеллектом. Кто умнее дельфинов? Ученые считают, что только люди.
Дельфины научились использовать умственные способности, чтобы добывать в океане самые лакомые кусочки. Например, касатки выработали целую стратегию ловли рыбы. Они окружают потенциальную добычу, сбивая ее в плотный ком, а потом по очереди питаются. Также дельфины используют метод эхолокации. Они издают клики, которые распространяются в воде и отражаются от объектов, находящихся на их пути. Затем млекопитающие слушают эти отражения и определяют, где находится их добыча, а дельфины-афалины и вовсе придумали интересный лайфхак. Во время охоты у морского дна они надевают себе на нос губку, чтобы не пораниться. Также афалины частенько выгоняют рыбу на мелководье и создают заслон из пены и песка, взбивая хвостами воду. Перепуганная рыба мечется между берегом и дельфинами, попадая в пасть охотников. Лиса. Если у вас спросят, какое самое хитрое животное на свете, многие ответят, конечно, лисица. И такое мнение соответствует действительности. Недаром фразеологизм «хитрый как лис» знает даже ребенок. В природе лиса умный и изворотливый хищник. Для охоты она использует различные хитрости. Например, чтобы поймать птицу, она притворяется мертвой и лежит неподвижно, пока пернатые не перестанут обращать внимание на безжизненное тело. Как только кто-то потеряет бдительность и приблизится, она нападет на жертву. Лисы с легкостью способны уйти от погони, оставив своих преследователей в недоумении и растерянности. Они могут резко менять направление, переплетать свои следы со следами других животных и даже прятаться в водоемах, оставляя на поверхности только морду. Не отстают и южноамериканские лисы. Они могут часами ждать, когда птицы покинут гнездо, чтобы украсть яйца. Если яйцо очень крупное, то лисы толкают его до ближайшего камня, где ловко разбивают и съедают. На этом у нас все, друзья. Спасибо вам за просмотр. Не забудьте поделиться с нами в комментариях, способности какого животного удивили вас больше всего.